Привет, Арми. Полный фанком. Чингук и Тэхён устроили нечто удивительное в поддержку концерта Джина из BTS в Анахайме. Субботний вечер, 19 июля 2025 года, стал вечером, которому суждено было войти в историю, не только в мире К-поп-музыки, но и в сердцах тысяч армий, которые пришли с любовью, надеждой и слезами. В тот вечер Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, стал больше, чем просто концертной площадкой. Он превратился в алтарь эмоций, священное место, где тоска нашла свой путь домой, и любовь наконец обрела голос после почти 2 лет подавления. Среди сверкающих огней и рева толпы в фиолетовых одеждах ночной воздух наполнило одно имя – Ким Сак Джин, Джин из BTS. Фигура, которую раньше можно было увидеть только на экране, голос, слышимый только в старых песнях, наконец-то появился перед ними в тот вечер, не как знаменитость, не как всемирный красавец, но как Джин, целитель, возвращающийся домой, на сцену и в сердце армии. С рассветом фанаты уже заполнили территорию перед Honda Center. Они приходили с баннерами, куклами, лайтстиками, самое главное – тоской. Баннеры с надписями «Луна, мы вернулись», «Ты никогда не покидаешь наше сердце» и «Мы скучаем по тебе, Джин» трепетали от эмоций, друзья обнимались, и взгляды говорили о многом без слов. Потому что все знали, это был необычный концерт, это было воссоединение душ, разделенных временем и расстоянием. И когда свет наконец погас, остался только один прожектор, освещающий фиолетовую дымку, окутывавшую сцену. Из-за тумана медленно появилась долгожданная фигура. Джин стоял там, в черной куртке, украшенной серебряными блестками, отражавшими свет, словно звезды, и в кожаных ботинках, которые, казалось, вырезали историю на полу сцены. И когда заиграли вступительные ноты «Астронавта», потекли слезы. «Привет, Анахайм. Я так скучаю по вам всем», — сказал Джин дрожащим голосом. Он прижал руку к груди, и в этот момент никто в здании не смог сдержать слез. Его слова были простыми, но в них звучала глубокая тоска, потому что он вернулся, потому что он был там, и потому что никто никогда по-настоящему не забывает. Следующей песней была «Луна», и в тот вечер казалось, что вся вселенная подпевает. Когда Джин повернул микрофон к залу, тысячи голосов запели «Ты моя земля», и все, что я вижу, это ты. Потолок здания, казалось, превратился в звездное ночное небо. Джин посмотрел на толпу, и его глаза наполнились слезами. Это была не просто песня, это было невидимое объятие, исповедь и молитва, спетая в унисон. Затем последовало богоявление. Никто не был готов к такой интимной и трогательной акустической версии. Сидя в одиночестве на высоком стуле, в окружении лишь белой гитары и мягкого света, Джин, казалось, открывал всем присутствующим свое сердце. Он сказал: «Я много практиковался на гитаре ради тебя», и с этого момента каждый удар создавал прекрасную тишину. Многие склонили головы, плакали и тихо шептали про себя: «Я тоже скучаю по тебе, Джин». Но, как солнце, которое всегда восходит после ночи, Джин умеет привносить свет в эмоции. Он полностью преобразил атмосферу своим EDM-ремиксом «Супер Туна». Стадион взорвался. Внезапно концерт превратился в настоящую танцевальную вечеринку. Джин вскочил и крикнул: «Все говорят «Супер Туна». И весь стадион отреагировал, танцуя и смеясь. Кто бы мог подумать, что вирусная песня может стать таким катализатором счастья? Социальные сети взорвались. Только Джин может заставить нас плакать, а потом танцевать, как тунцов, всего за 30 минут, написал один из поклонников. Эта фраза как нельзя лучше характеризует уникальность Джина. Он не просто певец, он целитель, артист и рассказчик, который умеет играть эмоциями зрителей, словно оркестр. Когда Джин спел песню «Yours» из дорамы «Чересан», стадион снова погрузился в торжественную тишину. Фон гор и фиолетовый туман на светодиодных экранах добавил меланхолии. Его голос струился мягко, трогая каждый уголок сердца, которое тосковало по нему. Многие обнимались, некоторые молча стояли со слезами на глазах, другие сидели неподвижно, позволяя голосу Джина смыть невидимые раны. Но самым большим сюрпризом вечера стало исполнение Джином новой, ранее не издававшейся песни «Beyond the Moon». Эмоциональная баллада с нотками поп-рока повествует о смелости идти в одиночку, о любви, которая остается, даже когда ее не видят, и об обещании продолжать сиять даже с другого конца вселенной.
Когда начался финальный куплет, Джин поднял взгляд на зал и сказал: «Это песня для вас, мои армии. Вы – моя вселенная. Даже за пределами Луны я всегда буду с вами». Слезы снова хлынули из его глаз. Казалось, все эмоции, которые он сдерживал с самого начала концерта, наконец-то вырвались наружу. Некоторые сели, некоторые крепко держали за руки стоявших рядом, а третьи прикрыли рты, рыдая. В тот вечер «Beyond the Moon» была не просто новой песней, она принадлежала всем присутствующим, сладкая тайна, понятная только тем, кто был там. Когда концерт подходил к концу, Джин стоял в центре сцены. Он на мгновение замер, глядя на пурпурный океан перед собой, а затем заговорил полным эмоций голосом на корейском и английском языках. «Спасибо, что ждали меня, я знаю, это было нелегко, но ты никогда не уходил, ты все еще здесь, и я обещаю, я тоже всегда буду рядом». Его рука коснулась груди, и он склонил голову, не один раз, а много раз. Когда он снова поднял взгляд, его глаза покраснели. Но в этом взгляде была новая сила. «Я буду работать усерднее, петь больше и делать тебя счастливой, потому что ты – причина всего этого». И когда он наконец спел последнюю песню «Tonight», атмосфера была священной. Песню, которую он написал в память о своем питомце, исполнил струнный оркестр, стоявший прямо на сцене. Словами не описать атмосферу того момента, зрители подпевали, их голосы дрожали, а виски были мокрыми от слез. Камера запечатлела заплаканные лица, поднятые руки и сердце, полные радости. После того, как закончился последний куплет, Джин замер, музыка стихла, но любовь нет. Он похлопал себя по груди, указал на весь стадион и крикнул: «Я люблю вас, армия! Огромное спасибо!» И пока свет на сцене медленно гас, одно оставалось ярким – воспоминание. Этот второй день концертов был больше, чем просто выступлением. Это было духовное путешествие, эмоциональные американские горки и теплые объятия, окутывающие сердце тысяч людей. Джин был не просто артистом, он был домом, местом, куда можно вернуться, светом во тьме. СМИ по всему миру отреагировали, японские СМИ писали: «Джин доказал, что является исполнителем мирового класса». Американские СМИ называли это: «Он не просто вернулся, он покорил его». Интернет-сообщества в Корее бурлили от восторга. Нет никого, подобного Ким Сок Джину, и никогда не будет. Теперь Джин готовился к следующему городу, его ждали Даллас и Нью-Йорк, но ночь в Анахайме осталась навсегда. Ночь, когда зашла луна, ночь воссоединения Джина и армии, и ночь, когда мы все снова поверили, что настоящая любовь никогда не уходит. И тот вечер был больше, чем просто концерт. Это было молчаливое признание того, что, хотя их пути разошлись, сердца участников BTS остались глубоко связанными. Неожиданное появление Чингука и Тэхёна в зале, запечатленное на вирусном фанкаме, символизировало братство, преодолевающее время и расстояние. Они не вышли на сцену, не сделали ни одного заявления, но их поддержка звучала громче любых аплодисментов в тот вечер. Армии, узнав их присутствие, расплакались, закричали и создали редкий момент, который запомнится навсегда. 3 звезды, Джин, Чингук и Тэхён, в одной комнате, объединенные любовью, музыкой и вечностью, которая есть в BTS. А из Анахайма миру было послано невысказанное послание. Настоящая семья не всегда появляется вместе, но они всегда рядом, когда это больше всего нужно. Потому что это BTS, не просто группа, а неповторимая история, которая живет на сцене, за кулисами и в сердцах всех, кто называет себя армией.